Привет-привет, с вами Алена. Вернулись те самые пальчики, которые мы с вами протезировали. Если кто забыл, давайте немножко напомню, а также оставлю ссылочку на полное видео. Эти ножки любят бегать, и тут есть сложность, они постоянно отбиваются и отдавливаются в кроссовках, потому что пальчик заходит на пальчик. Но мы были вынуждены их покрыть и донарастить, потому что необходимо было идти на свадьбу, и без ногтей уж совсем никак. Уговор был на то, что она проносит их неделю, но так сложилось, что прошло 3. И это еще при том раскладе, что это ноги моего сотрудника, и в принципе мы с ней виделись, но, к сожалению, не было технической возможности сесть и что-то сделать, потому что много работы, и мы упустили момент. Но, тем не менее, поздно вечером, уже после работы, где-то в районе 9, нам удалось с ней усесться на педикюрное кресло, и мы решили, что надо во что бы то ни стало уже снять это покрытие и разобраться с тем, что там происходит. Да, я вижу, что у меня порвана перчатка, это потому что у меня длинный ноготь. Менять ее смысла нет, потому что она все равно постоянно рвется. Поэтому давайте закроем эту тему и вернемся к нашему запротезированному пальчику. Как я уже говорила, он у нас переходил. Вместо 1 недели прошло почти 3, и, честно говоря, мы уже волновались, потому что дискомфорт все время оставался, то есть палец как до этого болел, так и после, что в принципе логично, потому что когда мы сняли сам ноготь, мы положили искусственное покрытие, и, в общем-то, ничего не поменялось. Заодно сняли покрытие на остальных пальчиках и приступили к работе с карманом. Аккуратно, твердосплавной фрезой, кюреткой и всеми подручными инструментами, включая глазки пряморежущие, я осторожно снимала покрытие. В тот момент, когда я его полностью истончила, удалось его снять вот так интересненько, как крышечку. Естественно, там еще целая куча мертвых тканей, мертвой кожи, которые нужно убрать. Зачищали аккуратно и понимали, что мы не можем оставить это ни открытым, ни закрытым. В общем, в процессе зачистки решили, что будем изготавливать ортез, потому что необходимо дать пальчику разгрузку. В противном случае он также и будет продолжать травмироваться, потому что уже в естественном состоянии пальцы идут внахлёст друг к другу, то есть у нас второй пальчик на первый все равно будет давить, что бы мы там ни делали. Поэтому договорились на изготовление ортеза и на покупку новой обуви. Хочу сказать, что обувь тоже была куплена. Я уже сегодня видела ее новые просторные кроссовочки, очень широкие, 39 размера вместо 37, который она привыкла носить. И она говорит, я чувствую, что там ножка прям бултыхается, но мы зафиксировали это шнурочками и еще поставим силиконовые такие подушечки, чтобы нога не ерзала. Именно такая просторная обувь нужна для того, чтобы носить ортез, потому что если мы оденем нашу привычную обувь, ту самую узкую, все будет еще больше отдавлено и будет совсем некомфортно ходить. Мы все сняли, вот так наш пальчик выглядит. Приятного, честно скажу, мало, но надо работать с тем, что есть. В любом случае, если сейчас не начать исправлять, то дальше будет только хуже. Вот на втором пальце все очень даже неплохо. После зачистки и протезирования пальчик выглядит очень даже ничего. Поэтому его на данный момент трогать не стали, так как в планах изготовления разгрузки. Поэтому отправляем нашу Лену, ее тоже, кстати, зовут Лена, к нашей другой Лене, которая будет изготавливать ортез. А моя работа на этом заканчивается, и дальше начинается самое интересное, а именно нужно замешать двухкомпонентный состав для изготовления вот этой разгрузки, которая будет вставляться промеж пальчиков и делается прямо на клиенте. Есть несколько способов изготовления, сейчас вы наблюдаете самый простой. Хочу сказать, что можете не спрашивать, что за составы, где их купить, потому что, поверьте, для того, чтобы это сделать верно, нужно пройти курсы. Это не просто засунуть между пальцев какой-то кусочек непонятной глины. Поэтому просто посмотрите, как это выглядит, очень интересно. Лично мне приятно наблюдать. Изготавливается вот такая вот штучка, дальше ставится ножка, и мы немного ждем. После того, как состав схватится, можно его достать, и он через какое-то время затвердеет окончательно. Ну, а наша Лена отправлена за покупкой новой обуви, а пока у нее ее нет, и она ходит в открытый, нам придется поставить временную разгрузку, для того, чтобы у нее этот самый пальчик, который мы зачистили, никак не соприкасался с соседним,
потому что на свежезачищенные открытые ткани это очень сильно нежелательно. Ну а тем временем мы разглядываем наш артез. Вот так он выглядит. Есть выемка под второй палец, который полностью копирует его изгиб. Очень наблюдать занятно, хочу вам сказать. Ну и вот Лена у нас изготавливает временную разгрузку, которая у нее будет носиться до момента покупки обуви, то есть где-то через день она ее приобрела, как только была техническая возможность, потому что ввиду нашей загрузки, еще раз повторяюсь, времени просто катастрофически не хватает, поэтому пока решили вопрос вот так. Главное, чтобы не было давления. Ну, что-то мы мордочку не захотели, но зато сердечко, потому что сделано с любовью. Ну а с вами была Алена. Пока-пока. До новых встреч.